Хорошо. Да. Да, вот запись включил, показ тоже включил. Спасибо. Касательно, так, ну, в общем, да, как вы сказали, PDF-ку посмотрели. В PDF-ке то, что мы с вами обсуждали, я добавил. Так, постановка задачи нами уже обговорена была, получается. Что тут Мгм. интересно? Кстати, касательно PDF, я вчера просмотрел повторные результаты, и мне не понравилось то, что для варианта пятого у меня, видимо, расчетная машина, на которой считался расчет, она отключилась в какой-то момент времени, поэтому пятый вариант до конца не записался. Пришлось пересчитать и, ну да, вот информацию обновил по нему. Он еще очень сильно выбивался на диаграмме средней мощности по различным вариантам, поэтому меня тоже это смутило. Вот, сейчас все переделал, обновленная информация выглядит вот так вот. Собственно, в информации, которая есть от меня, есть по данному исследованию графики угловой скорости, все совместные и отдельно по каждому варианту. То же самое для момента и для... Давай по ходу я тогда вопросы буду Да, да. задавать. Вот там, где суммарные графики, вот здесь вот вариант шестой, он выбивается из общей концепции тем, что скорость в первый момент времени прям возрастает очень резко, а потом по какой-то уже более пологой характеристике увеличивается. Шестой вариант. Это один момент. И Мгм. второй, да, вот эта вот часть, она выглядит, ну, как-то не очень физично. И, кстати, вот у остальных тоже мы видим прирост скорости мгновенный, там, условно, до каких-то 100-150 Мгм. единиц, и дальше уже пологая характеристика. Мы же понимаем, что мы, наоборот, в нулевой момент времени не можем резко сдернуть Да, робот, чтобы он это начал правильно. опускаться. Касательно этого момента, я тоже над этими графиками задумывался. Здесь два момента. Во-первых, первый, мне кажется, самое главное, это то, что мы не моделируем никакое трение в шарнире. То есть, как будто бы нам сложно установить какое-то, в общем, физичное, что ли, поведение в начальный момент времени, когда нету, в общем, шарниру, за Сил что... противодействия никаких. Да, да. Это, во-первых. Во-вторых, я тут думаю, что могло еще повлиять, в общем, как происходит задача вот вычислительной гидродинамики. Мы, получается, определяем в качестве граничного условия входной поток определенной Мгм. величины в 5 метров в секунду, а также перед тем, как решать задачу вычислительной гидродинамики, нужно домен внутренний инициализировать, так сказать. То есть придать ему начальные условия всему объему внутри данной конструкции. И получается, что в начальный момент времени у нас воздух уже инициализирован с какой-то начальной скоростью 5 метров в секунду. И мне этот момент Мгм. не совсем нравится, то, что вот в купе с тем, что у нас еще трения никакого нет, мне кажется, вот такой вот момент у нас происходит не очень красиво. И, ну да, вот. Поэтому я... Мы можем тогда задать, допустим, скорость вращения ротора не нулевую, а там условный там 0,1 метра в секунду, если линейную смотрим, или там 0,1 оборота Я в думаю, минуту, чтобы она не была нулевой. я постараюсь вот как-то вот так вот эту скорость задать. То есть, чтобы у нас поток от нуля до нужной нам скорости вращения за одну секунду. Не видно, не видно. Сейчас, секунду. Да, сейчас я пытаюсь понять, на куда смотреть. Так, тут сюда смотреть. Мгм. Я тут схематично набросал. Я думаю, так будет корректнее, чтобы у нас какой-то режим устанавливался там за одну секунду, а не мгновенно.
чтобы все вот это То есть это скорость потока ветра, да? Ну да, где ВИ — это вот скорость входная, требуемая для расчета. Я думаю, это, ну, какое-то адекватное допущение, но по вот этому вопросу мне еще от вас нужно какое-то приблизительное хотя бы параметры вязкости. И сейчас скажу, что здесь можно задать. Так, здесь можно задать с ускорением, бог с ним. А, Так, получается, он хочет, может только в шарнир какую-то пружинку с жесткостью задать. А вязкость? Я вроде где-то и вязкость видел. Ну, вязкость-то к среде самой, если только относить. Так, как здесь побольше, побольше. То есть предварительная нагрузка какая-то и стандартные, постоянная, то есть это какая-то потеря, условно, там, коэффициент передачи мощности. Ну да, но она Это зависит условно на еще, треть, да, я правильно понял? как будто вот этот Ну, а коэффициент почему как второй. пружина? Мгм. То есть это как торсион, да, получается? Он Да-да-да, воспринимает вал. да-да-да, все верно. То есть чем больше мы закручиваем, тем больше жесткость у этой штуки всей. То есть, Ну, ну, кстати, вот вязкость среды будет на это и влиять. Чем больше крутим, тем нет, больше сопротивления. эта штука будет расти постоянно от каждого оборота. То есть на один оборот она одной величины, на Она к второй. обороту относится, да? Да, да. Поэтому Мгм. вот мы только если сюда смотрим на preload. Сейчас я что-то, я видел на самом деле. М. А это, наверное, в другой постановке было из-за того, что вот у меня все методики были немножко Ну, это да, скорее изменены. всего, в гидравлической постановке там имеет смысл. Здесь в механике вязкости А вряд ли. это все сейчас гидравлика. Гидравлика, в которой есть твердые тела, вращающиеся с определенным моментом Мгм. инерции. То есть с блоки расчета, которые я показывал еще вот на отработке методики, как на тестовой задаче модельной, они в нашей Мгм. задаче не сработали, потому что программное обеспечение, которое у нас использовалось тогда, оно не могло обеспечить адекватное перестроение сетки при вращении. То есть она элементы растягивала, но не перестраивала их какой-то в новые конфигурации. И происходило так, что в определенный момент задача закручивалась, и на границах вращающегося домена и статичной области элементы разрывались, и расчет, собственно, из-за этого не считался. В том расчете можно было Мгм, я понял. полностью вообще все механические штуки определять. В данном расчете в данном расчете у меня тоже есть идея, как можно это все имплементировать на будущем, если Ну, нам а сетку, получается, можно же не перестраивать, допустим, в тех же границах, то есть задать вот окружность, как граница снаружи динамическая сетка, внутри статическая, все например. верно. Все верно. В данной задаче так и реализовано. Только опять Мгм. всплыл подводный камень, когда я дошел до этой методики, то, что а, вот именно связь с кинематической составляющей задачи в такой постановке здесь не поддерживалась. Ну, то есть это уже какой-то, мы уперлись немножко в ограничение софта, грубо говоря, который под такие задачи, Я понял, да. ну, он может решать их вот, Слишком глубоко копаем. ну, он может решать их, например, вот в такой постановке я нашел. И поэтому у нас здесь вот э, тоже расчетный домен вращается, и с ним вроде как все окей. Но единственный вот этот момент мне не нравится, и надо будет его как-то в будущем исправлять, конечно. Потому что сейчас мы, грубо говоря, какую-то оценку получили так и так, вот, как минимум по какой-то по мощностям, например. Но поведение в начальный момент времени, оно, конечно, да, не особо физично.
воспроизводится в То есть текущем. в установившемся каком-то режиме можно плюс-минус доверять, а в Да. остальных не А очень. как он до него доходит? А вот Мгм. куда доходит? Ну, как он до него доходит, в смысле, как он ведет себя в начальный момент времени, пропуская разгонную кривую свою. То есть он Ну ладно, это мы... как Вот бы, просто здесь вот вариант красный это шестой, да, очень сильно выпадает из всех случаев, хотя драматически вроде ничем не должен отличаться. ну, можем посмотреть, что здесь вообще происходит. Это вот как раз плоский почти, да? Да. Здесь еще я столкнулся с таким моментом, что на анимациях частота снятия результатов не совсем совпала как-то красиво, что ли, везде с частотой вращения на анимации. Поэтому Мгм. иногда кажется, что и в обратную сторону он вращается, но это не так. Вот Ну, как. в принципе, для плоской в принципе, ожидался результат. Сопротивление сильно большое. Вот у меня мысли есть по поводу как раз и радиуса скругления, и все-таки поворота. Прошу вернуть в начало, Мгм. там где конфигурация. Мгм. Мы здесь, получается, не обсуждали угол, который альфа Бета. Блейд, А, который, Б, да, да. вот Мгм. здесь. Ну, как-то надо было его называть. Мгм. То есть альфа лопасти, альфа лезвия. И вот здесь, мне кажется, у нас есть хороший момент, который мы можем использовать для того, чтобы вот эти вот вибрации снять. То есть если мы посмотрим по гармоникам, там как раз хорошие такие модуляции, с которыми нам потом бороться придется. Вот шестой слайд, где они друг на друга наложены. То есть Мгм. там же, если по временам мы посмотрим, это как раз уже а, гармоники-то низкочастотные, собственно, с кем все стараются бороться Получается так. относительно-то. Мгм. Вот. И они возникают, собственно, когда у нас следующая лопасть заходит в область потока. Старая еще не вышла, а следующая уже заходит. И вот этот противомомент, собственно, нам дает снижение момента Да, все правильно. Ну, то есть, получается, вот на те какой-то... лезвия пилы, которую мы обсуждали, то есть они Да, да, да. Ну, а здесь прям, если мы смотрим, что всего 5, ну, там где-то до единички, до полутора доходит вот это вот дельта, разброс. Секундочку. Так, а мне же где-то можно здесь порисовать? нет, на моем показе это нельзя. Но вы можете А здесь доски нету, да? Ну да, здесь доски нет. Доски нету. Ну, тогда словами постараюсь. То есть, вот я про угол наклона сейчас. Если мы смоделируем угол наклона такой, чтобы угол лопасти как раз был соосен с потоком. Ну, не соосен, а, как сказать, входил под нулевым углом к потоку. То есть на вот таких это сложно будет реализовать, где около 600, а где-нибудь в районе 400, когда у нас полцилиндра фактически лепесток, то вполне себе. То есть там уголок будет как раз где-нибудь градусов 45, наверное. 45 у Понятно, про каждой. что я? Или Да, в целом понятно, но как будто большая величина. Ну, кажется, да. Вопрос в эффективности. Не знаю, насколько это нам в плюс или в минус сработает. Пока не готов предсказать. Вот, да, на этой картинке справа видно будет хорошо. То есть, если мы изменяем угол,
то вот, кстати, вот здесь хороший момент, откуда берется вибрация. Вот на этой картинке хорошо показано. Мгм. То есть вот когда зашел, у нас получается поток уже на на следующую лопасть, то обтекая ее в верхней части, Мгм. ну, чуть-чуть выше, то он, Да, получается, толкает в противофазе. получается, да, да. Вот. И, соответственно, если мы довернем лепесток таким образом, чтобы у нас не было отрицательного наклона, ну, то есть угла атаки относительно потока, следующего, следующей лопасти, чтобы, получается, у нас лопасть под прямым углом, то у нас как раз входящий поток будет зачерпываться. Какие научные термины-то? Зачерпываться, Мгм. зачерпывать этот поток без обтекания. Ну, по крайней мере, стоит так думать, наверное. Ну, согласен, да, Ну, то есть увидел. наружу его надо будет довернуть до какого-то градуса. Вот какой это как раз бы нам сказал вектор потока, который в промежутке. Но у нас его, к сожалению, пока нету Мгм. углового. И, возможно, он будет просто разный. Так, но мы, я так понял, пока это моделировать не будем, да? Давайте сначала с физичностью этой модели разберемся. По крайней мере, пока вот эти моменты понятны стали. Мгм. А от меня все-таки развесовку мы добавим, чтобы система более инерционная была. Да, давайте. Это раз. А второй момент по вязкости. Все-таки, я думаю, где-то процентов 5 можно нам на постоянное сопротивление повесить. Мгм. Ну, 5, наверное, все-таки много. Ну, с потолка просто цифра 3. Давайте. Ага. Это у нас изменится. И у меня по значению все-таки мощностей это получается на метр или на 2 высоты. Где в абсолютных Так, величинах было указано. мощность? Да, мощности. Ну, вот здесь ваты, а где-то в табличке там суммарная. У Вот нас они здесь. считается... Ага, да? Средняя мощность по вариантам. Вот здесь, кстати, вопрос к средней мощности по вариантам. Мы же берем здесь не модуль, а отрицательные значения у нас вычитаются, получается. Я вообще брал без модуля. Просто перемножал график Без модуля, момента просто. на угловую скорость. То есть мощность у нас для желтого девятого варианта в установившемся режиме вообще около нулевая получается. Средняя. Не, вот Или там, средняя ну, здесь... маленькая Средняя какая-то. посчитана, да, вот. Вот тут. Я понял, я вот про то и говорю, что оно. А еще остальные просто наложены, их не видно. Поэтому, да, Мгм. вот. Они очень шумные получились, поэтому, ну, на всякий случай отдельно вот выведен каждый вариант. Да, спасибо. И вопрос, это высота лопасти какая? Это метр. Это на метр Мгм. для удельной. То есть мы умножаем на всякий случай на 2. У нас там 2,5 будет. Так, ну и все равно очень мало. Соответственно, Ну да. надо искать где. Куда она делась, точнее. Ну, тут Мгм. так, я пишу, что от вас инерционность жду. Мгм. Вот по этим, по плотностям различную информацию. И вообще, может быть, Вот на какой-то будущий этап, если условно, понятно, что первоочередная задача разобраться вот с вот этим вот моментом, на будущий этап по шагу, может быть, наклона альфа-Б, можем что-то договорить, чтобы... можем, да. Вопрос Мгм. сейчас, это вот как раз на вибрации. Сейчас мне надо понять, что сперва делать, это по наклону и с вибрациями разобраться, а потом уже уходить на число лопастей.
либо сначала с числом лопастей, а уже тонкую подстройку углом наклона. Потому что мы, если число лопастей увеличим, у нас, опять же, перехлесты эти изменятся. Мгм. То есть тут два таких взаимосвязанных параметра. Так, ну и как тут поступить? Как тут поступить? Наверное, все-таки с углом наклона мы начнем, потому что он зависит от внешнего параметра, то есть от угла потока, угла входа потока в область турбины. И, соответственно, если он для единичной лопасти будет оптимальный, то, соответственно, и Мгм. для умножения их может быть более выигрышным. Это один момент. Второй момент, а вот там, где уровень вибраций маленький, вот этот желтый, например, график в самом начале, вот они ниже приведены, да, Мгм. там значения-то тоже небольшие по мощностям. То есть мы не можем сказать, что у нас противомомент какой-то работает Да, но сама амплитуда колебаний там, да, поменьше намного. поменьше. А чем он отличается, вот Он этот желтый? отличается тем, что в нем прямые, то есть в DP1 вот здесь вот в нем прямые плоскости. То есть ну, в нем То есть прямые это самый, тур- ну то есть лопатки. как раз нету обтекания, Вот того нету момента, о обтекания котором мы только что системы. смотрели вблизи на картинку. Ага. Нету обтекания. А здесь вот так, так. Сопротивление на противоходе. Область увеличения давления не видно, да, то есть все равно у нас, в принципе, через противоположный край уходит лишний воздух. Мгм. То есть как такового закупорки не происходит нигде воздуха, поэтому ничего не сопротивляется. Ну, с одной стороны, это хорошо. Так, и все-таки по абсолютным значениям мы выбрать режим не можем. Они все недостаточно хороши, да? Получается, да. Получается так. Ну, а если гармоники мы убавим, так, это все 600. Мне вот здесь момент не очень понятен, почему все-таки, допустим, ширину мы паруса уменьшаем до 300. Это вот вариант третий. А Мгм. средняя мощность у нас практически не меняется. То есть мы захватываем меньше потока. Ну, она в целом падает на какой-то процент, то есть от уменьшения паруса, то есть, ну, вариант 2 больше парус, 3-4 меньше парус. Вот она вот так вот идет. И в Ну, это случае с не 40, драматическое падение. То есть, а фактически-то у нас поток, мы в 2 раза меньше его берем, ну, а усилия те же. получается. Вот здесь еще надо подумать, за счет чего. То есть, либо в случае, когда широкое у нас крыло, Мгм. большое сопротивление, которое уравновешивает У меня здесь есть прирост предположение, мощности. что у нас происходит. То Да. есть у нас здесь, несмотря на то, что мы площадь самого паруса уменьшили, сам поток в него заходит лучше, и как будто бы, двигаясь по большему закруглению, оказывают большее То есть давление на... дольше времени работы. Да-да-да, вот в эту чашечку залетая, пока из нее не выйдет, больше работы передаст. Поэтому, то есть, есть какой-то трейд-офф, как по-русски сказать, какой-то взаимосвязь, в общем, между э, площадью паруса и уровнем
кривизны. Ну, если бы оно только это было. Здесь-то у нас все равно система уравнений-то в правой части у нас же стоит и аэродинамическое сопротивление общее, Мгм. лобовое сопротивление. Ну, здесь лобового как такового нету. А, прямое и обратное сопротивление лопасти, то есть на скругление оно, естественно, меньше, чем в Мгм. обратном. Мгм. Ну да, это Затем, тоже. опять же, куда девается воздух. То есть тут уравнение на самом деле такое непростое получается. Ну, поэтому, да, какая-то вот взаимосвязь дает такой результат. Ну, то есть. Но все равно эти множители, они же не должны быть равноценными. То есть мы где-то мы что-то упустили. Фактически, чем больше парус, чем больше ветра мы ловим, тем оно должно сильнее крутиться. От того, что оно где-то больше теряется, это вот где-то и надо сейчас поискать, подумать, по крайней мере, где оно может лежать. Где оно может лежать. Так, секунду. Хорошо. Так, одна из возможностей это как раз противомомент от обтекания. То есть давайте тогда с ним поработаем. Я сформулирую задание, Мгм. думаю, в понедельник, вторник передам это вот, и с развесовкой новой, чтобы просто так не делать. Да, давайте. По, Ну, по углу наклона, чтобы как раз снизить гармоники. Кажется, что оно должно работать. Мгм. Вот. И тогда, наверное, ограничимся. Но я тоже пропишу, что не будем сильно плоские варианты брать. И мы, по крайней мере, здесь увидели, что уменьшение даже площади паруса, но увеличение скругления сохраняет уровень как бы захвата той мощности, которая есть. А если еще мгм. гармоники снизим, ну, задач оптимизации здесь, конечно, полно. Да, параметров много. И это мы еще не начали играться заслонками. Ну, да. Хорошо, тогда с меня развесовка. Получается, здесь примерно 3% добавить постоянных потерь на механические всякие вращения, Мгм. сочленения, Мгм. шарниры и прочее. Мгм. И, и по углу, соответственно, начнем чуть-чуть оптимизировать. Но я думаю, для одного какого-то варианта все-таки посмотрю я более подробнее, который понравится или который будем пытать. Мгм. Вот этот вот, который показан, он неплохо на самом деле выглядит, то есть 400, то есть 2/3 потока перекрывается. Угол альфа это 30, да, у нас Мгм. 30. Ну, тоже вроде бы. Ну, либо 30, либо 45. А 45, который, покажи, пожалуйста, тоже. 40. 45, Только этот. 40 и 60, да. Так, это получается. 45, 40, 60, вот, ну. Ну, и кажется, примерно градусов на 30, на 45 и наклонять также, например, чтобы край заходил. Ну, ладно, порисую, сформулирую. Ага, да, хорошо. То есть Мгм. буду И у ждать. нас получается, если мы завалим лопасть чуть-чуть во внешнюю сторону, казалось бы,
Отвод воздуха тоже через внешнюю должен проводиться, но не факт. Ну, не факт. Ладненько, посмотрим. Мгм. Хорошо, у меня пока понятно, чего делать на ближайшее время. Да, и я Тогда в тоже так понедельник, смотрю. Ага, всё. вторник Буду ждать от вас по задачкам. информацию.